Всем привет, друзья! Вы на моем канале, и сегодня мы с вами узнаем, каково это учиться в канадском университете, но в самом центре Дубая. Прямо посреди пустыни здесь находится канадский университет. Давайте узнаем, что там находится внутри, как там себя чувствуют студенты и вообще стоит ли это место вашего внимания. Поехали смотреть! Сегодня у меня появилась уникальная возможность побывать в одном из самых модных и престижных университетов в Арабских Эмиратах. Находится он в известном туристическом районе Дубая City Walk. Да, это тот самый район, который показывал блогер Антон Птушкин в своем выпуске про Дубай. Ну все такое модное, эти LED-панели, но место супер крутое. Чтобы узнать, как сюда поступить, какие здесь есть факультеты и как получить грант, я решила встретиться с экспертом по международному образованию Снежаной Никольской. Друзья, мы находимся сейчас в Канадском университете в Дубае. На самом деле это уникальный, один из самых престижных университетов в Эмиратах, потому что он вообще первый в мире канадский университет за пределами Канады, и он дает возможность получить эмиратский диплом и канадский, который признан на международном уровне. Записываем мы тут видео, и мимо проходит замечательный студент. Расскажи, как тебя зовут, сколько тебе лет, откуда приехал? Меня зовут Ахмед, мне 18 лет, я приехал с Туркменистана. Являюсь первокурсником Канадского университета, факультета инженерии, направления мехатроники. То есть ты будешь создавать роботов? Надеюсь, в будущем, да. В супер таком классном городе будущего Да. Ахмед будет создавать роботов, друзья. Сейчас мы, друзья, в библиотеке. Самое главное место, где ребята готовятся к экзаменам. Ну, то есть, в принципе, ты сразу приучаешься быть таким entrepreneur, как сказать, да? Создавать что-то. Бывает, что некоторые профессора вас заметят, или кому-то вы прям очень в душу западете, и вас потом приглашают отдельно. Кто-то приглашает свою компанию для research paper, кому-то нужна помощь с каким-то проектом или с каким-то изобретением. Плюс университет предлагает комбинированную программу. Вы поступаете в Дубай, в канадский вуз, учитесь 2 года и затем переводитесь в Канаду и заканчиваете за следующие 2 года свое высшее образование, бакалавриат канадского вуза. И вуаля, вы имеете право на получение разрешения на работу в Канаде на следующие 3 года, а в дальнейшем и на постоянный ВНЖ. Куда вот еще можно отправиться? То есть, например, можно здесь вот учиться и поехать туда, или... 2 года в Дубае, Да. 2 года можно сделать трансфер в Канаду. Все университеты-партнеры, да, которые участвуют в программе общей с Canadian University. Самое любимое – гранты или скидки, scholarship университет предоставляет, и они доходят до 50%. Основное, конечно же, это за академические достижения, то есть очень высокие баллы и оценки по аттестату. Конечно же, хороший английский, плюс спортивные таланты или какие-то специальные таланты. В общем, список грантов достаточно большой. Напишите мне, я вам все точно расскажу, мы получим самую лучшую скидку для вас. Как ты вообще питаешься здесь? Ты ходишь в кафетерию или ты ходишь в кафе какие-то здесь рядом? Хожу в кафетерии рядом, который на City Walk находится. У нас там везде скидки есть от 25 до 50%. Вот, кофе по расписанию с утра. Да. Вам привет. Как вот ты получаешь скидку? У тебя какая-то карточка есть или ты показываешь какой-то... Вас, в принципе, все знают. Когда вы один раз появитесь, у вас уже называют как бы CUD student, и поэтому вас уже все знают, и все. Но вообще выдается какой-то, я так понимаю... Student ID card. Ну, то есть получается, что в каком-то смысле студенты этого университета привилегированные, да? На City Walk, да. Да, на City Walk. И действительно, там я видела, даже есть клиники, которые делают скидки. Да, у нас есть прям определенный сайт, это называется CUD Deals, на аренду машин, на какие-то клиники, на какие-то чекапы, на какие-то поездки, на какие-то авиалинии. Вот у нас везде есть там от 15. В H&M у нас есть скидка 15%. Ничего себе! На аренду машин есть 15% скидка. Вот. Привилегий много. Класс, круто. Я недавно видела детский сад, где есть инкубатор, где малыши выращивают цыплят. Так в этом университете тоже есть инкубатор, но бизнесов, да, и у них есть бюджет 1 миллион дирхамов в семестр на то, чтобы студенты открыли свои компании. Если они представят свой бизнес-план, покажут его приемной комиссии, то им выделят деньги на то, чтобы они финансировали, развили свой стартап. У них есть план, минимум 10 компаний в семестр
студенты этого вуза должны открывать. А сейчас покажу вам место, ну, если, например, у вас есть классные бизнес-идеи прямо в университеты, как вам могут с этим помочь, я покажу вам очень интересный такой зал. Мы сейчас находимся в интереснейшем месте, называется инкубатор, да, и здесь что происходит? Здесь у нас каждый семестр по 10 компаний, по 10 стартапов выпускаются. У нас определенные курсы, так называется Fundamentals of Entrepreneurship. И задача этого курса: в конце каждого года ты презентуешь свой проект, свою идею. И там спонсирование 1 000 000 дирхам, насколько я понимаю. Инвестировать, да. И получается, за лучшую идею дальше уже вам помогают с развитием. Ну, друзья, это потрясающе. Вот вам, пожалуйста, Кремниевая долина в сердце Дубая. Да, пожалуйста, делайте свои проекты, и вам с этим обязательно помогут. То есть, получается, здесь и поддержка преподавателей, и финансовая поддержка. Ну, это очень круто. Некоторые вещи я не могу даже рассказывать про этот университет, но поверьте, сюда поступает вся эмиратская элита. Здесь безумно красивый кампус, который находится в City Walk, вокруг 1 000 000 красивейших кафешек. Кстати, у всех студентов здесь скидки до 50% в этих кафешках. Плюс сам кампус был открыт в 2006 году, и на сегодняшний день в нем учатся более 3000 студентов из 120 стран мира. Расскажи, как учеба проходит? Учеба проходит замечательно. Сферу экзамена у меня будет в понедельник по программированию. Сложно? Сложно, но интересно. Интересно. Да. То есть вполне возможно ребятам учиться здесь на английском и сдавать экзамены Да, успешно? конечно, но уже советую лучше хорошо знать английский. Хорошо. Потому что есть такие вузы, которые берут студентов с английским ниже нормы, уровня ниже нормы. Но рекомендуемый уровень, мне кажется, B1 минимальный здесь. Ну, такой, я думаю, очень продвинутый B1, потому Да. что лекции слушать на английском. Особенно на инженерии будет сложно, потому что обычный английский, который мы используем в обиходе, он совсем отличается от инженерного. Потому что Очень много терминологии. Терминов, да, понятно. То есть ты советуешь хорошо продвинуть английский, да. прежде чем поступать И в вузы желательно, зарубежные. если выбираете факультет инженерии, перед этим также постарайтесь изучить план, curriculum называется на английском, какие предметы вы будете изучать. И также настоятельный совет — хорошо знать математику, хотя бы азы любого направления, которое вы предпочитаете. А у нас, я всегда говорю, что наш универ — это как такая, знаете, одна большая семья. Мы знаем весь клининг-персонал, всех охранников, всех знаем. Класс. Вот, и у нас такие, знаете, дружеские отношения и с охранниками, мы знаем их семью, они знают все про нас, во сколько мы приходим, когда уходим. Круто. Вот, у нас всегда чисто, у нас постоянно убираются, у нас постоянно пылесосят, протирают пыль, вот, за вами всегда будут убирать. Если вы начнете пить вашу водичку, оставите стаканчик, его уже не будет в течение минуты, поэтому держите при себе. Да. Вот, Это поэтому Дубай, в этом плане, детка. да, у нас очень чисто, в этом плане классно. Ну вот, действительно, ребят, ну сейчас пока вот я стою здесь, снимаю, несколько раз проходили, уже убирали, тут просто нельзя даже соринку оставить, Да. за тобой просто ходит Да. по пятам. Друзья, тут все так креативно, даже некоторые офисы, сейчас покажу вам, это просто вот рабочий офис одного из здесь сотрудников, и, в общем, меня это впечатлило. Вот, пожалуйста. Вот, друзья, у них тоже рядышком фотостудия. Смотрите, какая красивая. Здесь есть вот такой белый фон, если вам нужно воспользоваться. Диан, здесь это может воспользоваться любой этой студии? Ты нужно как-то забронировать, получается, заранее. С Стефаном можно обговорить и в любое время. Ничего себе. То есть, вот, пожалуйста, в вашем распоряжении. Да. Если учиться не хотите, можно фоткаться, да? Нет, на самом деле, конечно, все это делается тоже в учебных целях, я так понимаю. Вот. И вот, пожалуйста, все оборудование, и свет, пожалуйста, все отражатели и так далее. И зеркальце даже, смотрите. А это у нас комната, друзья, для подкастов. Представляете? Вау. Можно себя почувствовать практически на радио, да? Профессиональные подкасты, вот, пожалуйста, рот. Да. И за это нужно отдельно платить как-то? То есть ты прямо используешь это? Вау. Ну, просто потрясающе. Media, communication, журнализм, они все здесь записывают свои видео, подкасты для проектов. Мы всегда здесь. Главное, что нужно знать нашим студентам, что в этот университет можно поступать сразу же, напрямую на первый курс, без программы Foundation, как делают все остальные вузы, после 11 класса. Да-да, вы не ошиблись. После 11 берем и напрямую поступаем в вуз. Это же классно. Получается, чтобы поступить в университет, нужно выполнить всего лишь 2 требования. Иметь аттестат, желательно с очень хорошими оценками, об оконченном среднем школьном образовании и сдать экзамен IELTS на уровень не ниже 5,0 по всем категориям.
Как тебе вообще этот университет? Я свой университет обожаю. Мне кажется, я поэтому еще устроилась на part-time сюда, потому что я готова в своем университете постоянно разговаривать, рассказывать. Я до этого подавалась еще в другие университеты. Вот, практически поступила в другой университет, но потом приехала сюда случайным образом и осталась здесь. За один день подала документы, за один день подписала договор. Тебе какие-то надо экзамены еще сдать, да, сюда обязательные? Да, я сдавала, у нас нужно 3 года обучения за 9, 10, 11 класс, потом нужен IELTS минимум 5,0. Вот, также какие-то дополнительные документы, рекомендательные письма, вот это все тоже запрашивают. Ну, скажем так, двоечник сюда попасть не может, да, то есть нужно иметь какие-то Учиться нужно, да. Прям хорошо да, учиться. учиться нужно. Да. Вот, всем кажется, за счет локации, всем кажется, что мы здесь не учимся. Всем кажется, что это университет такой, знаете, развлекательного характера. Это очень ошибочное мнение, родители часто это спрашивают, Да. но мы правда учимся, правда трудно учиться. Ну, действительно, он такой цветной, какой-то такой, не знаю, действительно выглядит как будто не как университет, да? Нету ощущения, что ты 4 года находишься только в кабинетах. Вот здесь такого нету. Здесь есть ощущение баланса между жизнью, что ты в Дубае, потому что у нас вид на Бурдж-Халифу сразу. Вау. Вот ты не забываешь тот факт, что ты в Дубае находишься, что учиться нужно, работать нужно. Вот и плюс совмещаешь это с учебой. Очень часто родители наших студентов, когда спрашивают основные плюсы, поражаются тому, насколько большие рейтинги у этого университета по различным категориям. В 2025 году Канадский университет Дубая признан номером 1 университетом в Дубае по рейтингу QS World University Ranking. Также университет занимает 4-ю строчку в общемировом рейтинге по уровню квалификации профессоров и преподавателей вуза и занимает 6-ю строчку в общемировом рейтинге университетов с самым большим количеством национальностей. Самый главный вопрос. На кого ты сейчас учишься, да, какой у тебя факультет в этом университете? Вообще у меня департамент Public Health, но направление у меня Health Administration. Простыми словами, управление в здравоохранении. Да, то есть это не доктор, это вот управление. Именно да. управление, да. Это очень интересно. Я, если честно, такой первый раз, по крайней мере, такого студента встречаю. Ну, расскажи нам, почему ты решила учиться на таком факультете? У меня с детства есть мечта, и я родителям об этом говорила, и всем об этом. Меня так и знают. Все родственники меня знают, что я в будущем хочу открыть свой роддом. Вот, это у меня такая детская мечта, которая сидит в моей голове, как я ее вижу, так я ее и хочу реализовать. Когда у меня спрашивают, люблю ли я свой факультет, трудно ли мне? Трудно, правда, трудно. Люблю, обожаю, потому что я до этого пыталась учиться и на экономике, и на бизнесе, и на финансах, не мое. Самые популярные факультеты, а в университете их более 20, это арт и дизайн, бизнес и менеджмент studies, аккаунтинг и финансы, компьютер сайенс, social science and management и public health. Также механическая инженерия, где делают роботов, Power Energy, Computer Science, Software Design и Cyber Security. Но студентам важно знать, что здесь у вас будет действительно очень много интенсивного обучения. Среди всех моих студентов, которые учатся в Дубае, больше всего жалоб на интенсивнейшую программу, что они просто живут на лекциях и постоянно занимаются обучением. Это именно из канадского вуза. Хотите прям вот такой hard studying? Это сюда. Кстати, можно сказать, что это мама тебя вдохновила на это? Или это у тебя отдельно свое? Как-то у нас это, знаете, с рождения я играла игрушки, которые именно докторские, знаете? Стетоскопы, термометры, перевязки я делала мамам. Для меня это как бы это... Нет, у меня нет никого в семье. Да, вот мне просто интересно. Нет, дай бог, буду первой. Ничего себе. Вот. А с детства я люблю такие игрушки. Диана тут переживает, что мы ее вытащили посреди белого дня. Да, мам, если вы это смотрите, я не всегда так выгляжу в университете. Просто сегодня меня не предупредили о съемке, поэтому я в спортивной одежде. Видите, у нас ничего не подготовлено, мы все делаем поэтому... спонтанно. Вот, да, пожалуйста. Поэтому не думайте, мам. Ты выглядишь потрясающе, на мой Спасибо взгляд. большое, вы тоже. Но, кстати, здесь ты говоришь, какой-то дресс-код есть, да? У нас есть дресс-код в плане, знаете, уважения к культуре. Вот, нельзя декольте, нельзя открытые платья, нельзя короткое носить. Вот, у нас здесь строго с этим. В принципе, абсолютно поддерживаю, да. Еще здесь очень холодно, да? Да, у нас холодно, правда. Если вы будете поступать, носите с собой кофты. У нас на парах холодно. Мне кажется, они так мотивируют вас одеваться, чтобы вы в открытом не ходили. Да, ну зато снаружи всегда очень жарко. Если вы хотите прям погреться, пожалуйста, в принципе, сейчас комфортная температура. Да, сидеть спокойно можно. Прохладненько. Да, если вы не привыкли к кондиционеру, то вам понадобится какое-то время. Да. И специально для тех, кто сейчас смотрит это видео и планирует свое обучение в Дубае, заполните заявку внизу, которую мы прикладываем в описании к видео, и вы получите еще плюс 10% ко всем скидкам и грантам, но у нас дедлайн до середины июня.
Уже дедлайны все прошли, но я сейчас специально попросила для зрителей этого видео, чтобы его продлили нам еще на 1,5 месяца. Поэтому напишите, заполните форму, вы получите еще и брошюру университета, которая вам придет на email, и плюс получите, зафиксируйте свою скидку. Ну еще и регистрационный сбор $200 тоже у вас уберут. У нас есть general courses, которые каждый студент должен закрыть. Туда входит музыка, искусство, исламская культура, Даже так. UAE Society, потом critical thinking, environmental courses, humanities. Как бы из каждого департамента мы закрываем по каждому курсу. Ничего себе. Для такого broad development. Строгие учителя. Ну, преподаватели, точнее. Да. Да. Но вы, Честно, да. но уважительно строгие, Но да? То есть, уважительно, и у нас нету такого, знаете, как раньше в школе уже бывало, что боишься там подойти к кому-то. Мы с профессорами, они наша такая, знаете, как родители в нашем университете. По любому вопросу, по любому там учебному вопросу, вопросу настроения, жизни, мы всегда идем к профессорам. класс. С ними можно на кофе сходить, в этом плане у нас как бы такого нету, что мы там стесняемся или боимся. Нет, ну, в принципе, как такая большая семья. Скажи, пожалуйста, ты рассматривал еще какие-нибудь вузы для себя? Я рассматривал государственные вузы, такие как Халиф, Абу-Даби, но у меня была ситуация, когда я был в спешке. Канадский вуз был одним из лучших вузов, потому что он предлагает возможность учиться, начать учебу в январе, что очень сильно отличается от других учебных заведений. Потому что большинство учебных заведений, наверное, скажем, 95%, они рассматривают учебу только интейка, это Сентябрь. только начиная с сентября, главного семестра. Здесь в канадский вуз можем поступить 2 раза в году, сентябрь, январь. Опять же, ребят, вы помните, да, я занимаюсь образованием в Дубае. Если у вас недостаточный уровень английского, напишите мне, я вас отправлю на такой интенсивный курс языка в школу из Дубая, что вы там по 6 часов в день будете учиться, прекрасно сдадите у нас IELTS и поступите в вузы. Скажи, пожалуйста, какое-нибудь наставление ребятам вот сейчас, которые смотрят это видео. Волнуются ехать за границу, думают, кому мы там не нужны, мы будем там одни, не найдем друзей, вот это вот все. Вот наставление, ребята, в первую очередь, чувствуйте себя здесь комфортно, потому что здесь очень много людей со всех диаспор. Кстати, это один из уникальных университетов в Дубае, у кого есть свои резиденции. Большинство отправляют в академгородки. Здесь же канадский университет предлагает резиденции, которые находятся прямо рядом с музеем будущего. Это очень близко. Плюс они организовали трансфер бесплатный, который возит студентов в университет. И стоимость там проживания $10 000 круглый год, то есть 12 месяцев, и там все включено, то есть даже постельное белье, вся техника, барбекю-зоны и так далее. Это очень красиво, такая дубайская общага, вы знаете, как они тут выглядят. То есть университет позаботился даже об этом. А это у нас театр, да, где что происходит? Мы презентуем здесь наши групповые проекты. Вот, немножко такое волнительное место. Немножко. Немножко. Вот, и мы, в принципе, презентуем групповые проекты здесь перед всем университетом или перед всеми профессорами. А ты уже презентовала здесь В что-то? следующем году у меня защита проекта здесь. Вот, друзья, пожелаем Диане удачи. Смотрите, пожалуйста. Вот такой вот театр. Здесь все самое волнительное происходит. Сидит много людей, все на тебя смотрят. Друзья, если у вас есть страх публичных выступлений, пишите комментарии, мы вас поддержим. Вот, да, потому что реально это очень страшно. Вот. Но зато потом какой результат, у тебя классный диплом, с тобой гордишься точно. Важный вопрос по поводу трудоустройства дальнейшего и получения рабочей настоящей практики. Конечно же, в университете есть карьерный офис, который занимается интершип, отправкой на практику в реальные компании. Особенно здесь вокруг все даунтаун. Представьте, где мы находимся. Здесь все бизнесы практически, World Trade Center здесь. И университет отправляет студентов с 3-го курса на обязательные практики в эти компании. У них более 200 компаний, с кем заключены контракты по работе, вакансиям и практике для студентов. В университете вообще огромный офис сотрудников, которые специально занимаются трудоустройством и практиками студентов. Они приглашают сюда и устраивают ярмарки вакансий, где приходят представители крупных компаний, как минимум 3-4 на каждый факультет, и предлагают свои вакансии. Здесь собирается огромное количество и работодателей, и студентов, и вот они знакомятся, видят вакансии и подают свои заявки. Поступая в канадский университет, помимо того, что вы получите интернациональный диплом, признанный во всем мире, а также местный эмиратский, который позволит вам работать в крупных компаниях или госструктурах, вы еще обзаведетесь прекрасным пулом знакомств, потому что тут есть имена, которые нельзя называть в видео. Поверьте мне, у вас тут будут замечательные друзья на всю жизнь из очень высоких элитных слоев общества.
В общем, друзья, если вы хотите попасть в любой университет Дубая, не только в канадский, обращайтесь к Снежане Никольской. Я вот Инстаграм оставляю здесь в описании под этим видео. Самое главное, что не просто вы получаете какую-то консультацию там у Снежаны, или там она помогает вам подобрать университет, что тоже очень важно. У Снежаны здесь, в Канадском университете, есть уникальные вообще... Экстра скидки только для нас, для наших студентов. Много бонусов, всякие... Понимаете, ни у кого нет дополнительных... То есть мало того, что вы получаете, как называется, scholarship, да? Да, гранты до 50%. Гранты, да? Можно еще и увеличить на наши личные скидки лично для Представляете, наших какой студентов. Снежана вообще бриллиант? Да. Я сама бывший студент, я считаю, что надо сделать все возможное, чтобы студенты получили возможность учиться за границей в целом, не побоялись поехать за границу, для этого веду соцсети, получили лучшие цены, сэкономили и оплатили за счет этой скидки свое проживание, квартиру и питание. Да, университеты богатые, большие, давайте, пусть они дают нам скидки, а вы получите больше шансов и возможностей в своей жизни. Вообще в Дубае связи очень важны. И вот, пожалуйста, у вас уже есть связи в Дубае. И это Снежана Никольская. Контакты в описании под видео. Спасибо большое. Спасибо вам большое, что досмотрели это видео до конца. Мы вам покажем еще много интересных университетов. Надеюсь, вам понравилось это видео. Не забудьте поставить лайк, подписаться на мой канал, на канал Снежаны Open Malta. Тоже все ссылочки будут в описании. Пока-пока. Пока-пока.